90% YouTube каналов бросают в первые полгода. И не потому, что не хватило таланта, а потому что никто не объяснил простых вещей, которые реально работают. Сегодня разберем 10 важных принципов от контента до монетизации. Никакой воды, только то, что дает результат. И в конце один важный нюанс, о котором молчат даже опытные авторы, он касается дохода с YouTube. Поэтому советую досмотреть до финала, он стоит вашего времени. Первый принцип – контент начинается не с камеры. Многие думают, что качественное видео – это дорогое оборудование и студийный свет, но это не так. Качество – это про смысл и подачу. Если вы о чем-то говорите, то показывайте это в кадре. Не себя крупным планом, а то, о чем идет речь. У большинства зрителей клиповое мышление, поэтому необходимо, чтобы была постоянная смена картинки. Особенно это критично для коротких роликов, где важна динамика. И отдельный момент – не стоит нарезать ваши длинные видео на кучу шортсов. Потому что короткие видео – это отдельные мини-фильмы со своей идеей и структурой. Обратите внимание, как делают в профессиональных фильмах. Каждые несколько секунд есть какая-то смена кадра, приближение и какое-то событие, чтобы человеку не надоедала картинка. То же самое вам нужно делать в своих видео. Второй принцип – первые 20 видео не для просмотров. Самая распространенная ошибка новичков – с первого же ролика проверять аналитику. Не стоит себя разочаровывать. Первые 20 видео можно назвать школьной порой, потому что вы учитесь снимать. Вы прокачиваете подачу, монтаж, умение удерживать внимание. Каждый следующий ролик должен быть хотя бы на 1% лучше предыдущего. Реальные просмотры появляются ближе к 50-й публикации. А если вы доживете до 100-й публикации, то канал будет процветать. Так устроены алгоритмы YouTube. Он доверяет тем, кто доказал свое постоянство. На YouTube главная валюта – это терпение и умение улучшать самого себя. Третий принцип – удерживайте зрителя на канале. Когда зритель посмотрел один ваш ролик, потом перешел, посмотрел другой ролик, для YouTube это мощнейший сигнал, то что канал интересный. Поэтому внутри своих видео делайте приглашения на другие свои ролики, минимум дважды. Один раз в середине и один раз в конце. Но не просто посмотрите вот это видео, а дайте причину, почему вашему зрителю будет интересно досмотреть следующее ваше видео. И всем будет выгодно. Зритель получает больше ценной информации, а вы получаете просмотры. Принцип четвертый. Идеи ролика важнее всего остального. Плохой ролик с сильной идеей наберет больше просмотров, чем красивое видео, но с ненужной никому темой. Как искать идеи? Вбейте ключевые слова по вашей теме в поиске YouTube. Соберите ваших конкурентов и проанализируйте, что снимают они. Соберите 20-30 публикаций и проанализируйте, какие заголовки у них, какие обложки, как они начинают видео, то есть какой у них хук. И также какое содержание, как они преподносят информацию в этой нише. И не нужно просто копировать, берите лучшее от разных авторов и соединяйте воедино в своих видео. У кого-то вам понравилась подача, у кого-то монтаж, а у кого-то очень привлекающие обложки. Вот это все, если вы соедините и добавите еще от себя что-то, то вы станете уникальным на YouTube. Будем честны, на это уходит очень много времени. Вам нужно сначала найти конкурентов, потом их анализировать, выписывать интересные вирусные публикации в таблицу Excel и все это глазами отбирать. А потом еще придумывать или закидывать какой-нибудь чат GPT с просьбой «придумай мне идеи, сценарии». Я лично уже давно отошел от этого способа и использую сервис, который автоматизирует весь этот процесс. Вам теперь не нужны там десятки вкладок в браузере, а достаточно одной вкладки с этим сервисом, который за вас ищет конкурентов. На это уходит всего лишь несколько минут и работает по тому же принципу. Вы вбиваете ключевые слова, а он находит релевантных вашему каналу конкурентов. А потом одновременно проанализирует до 50 каналов, найдет вирусные публикации, и вы сможете выбрать то, что вам будет интересно. И вам даже не придется придумывать специальные промпты, чтобы получить наилучший результат. Достаточно просто прикрепить публикации, которые вам понравились, и все остальное сделает сервис. В общем, название есть в описании, также ссылочка в закрепленном комментарии. И в телеграм-канале я прикрепил промокод со скидкой 50%. Но попробовать сервис можете бесплатно. Принцип пятый. Снимайте то, что интересно вам. Да, звучит, конечно, банально, но в этом есть логика.
Если вы снимаете только ради просмотров, то быстро перегорите. А если вы снимаете то, что интересно вам, то вы будете глубже копать, больше разбираться в этой теме и живее преподносить это людям. Все это зрители чувствуют и, соответственно, подписываются, потому что они сами интересуются этой темой. Искренний интерес автора – один из важнейших факторов удержания. Найдите пересечение между тем, что нравится вам, и тем, что нужно людям. Это и есть ваша ниша. Принцип 6. Ниша – это не клетка. Для тех, кто сомневается в выборе ниши, вам не нужна идеальная ниша с первого же дня, не нужно бояться ошибиться. Начните снимать то, что вам интересно прямо сейчас. А со временем вы сами поймете, что отзывается у вас и у ваших зрителей, что лучше получается и что вы хотите дальше снимать. Принцип 7. Комментарии – это бесплатный аудит вашего канала. Ответили зрителю на комментарии, он вернулся. Учли замечания, ролик стал лучше. Реагируйте на обратную связь, YouTube видит вашу активность и продвигает видео дальше. Комментарии – это не просто сообщения, это данные. Иногда одна фраза по типу «музыка слишком громкая, не слышу вас» может сильно изменить контент. Читайте, отвечайте и применяйте, но только на адекватную критику. Принцип 8. Маленький канал не значит, что слабый. Гнаться за подписчиками как за главной целью – это ошибка. Маленький экспертный канал с вовлеченной аудиторией может приносить больше дохода, чем миллионник с развлекательным контентом. Узкая аудитория доверяет автору, а доверие уже конвертируется в покупки, заявки, контракты. Реальный успех канала измеряется не цифрой под кнопкой подписаться, а тем, что происходит после просмотра. Принцип 9. Тренды работают чуть-чуть по-другому, чем вы думаете. Большинство авторов начинают говорить о тренде на его пике, когда все рассказали уже. Конечно, это поздно. Правильнее всего начать говорить об этой теме на ее подъеме, а лучше еще заранее. Если ожидается выход нового продукта, события или изменения в отрасли, то стоит начать говорить об этом сейчас. Аудитория уже ищет информацию, а конкурентов будет мало. Это работает в любой нише. Гаджеты, финансы, здоровье, образование. Следите за инфоповодами и думайте на шаг вперед. Принцип 10. Монетизируйте с первого ролика. Вот тот самый нюанс, о котором обещал в начале. Большинство новичков думают, сейчас наберу аудиторию, подписчиков, а потом начну им что-то продавать. На ютубе это чуть-чуть неправильно, потому что здесь все непредсказуемо. И в какой-то момент YouTube может найти аудиторию для ваших роликов, которые вышли год назад, и начнет их показывать. И тогда вы будете в шоке. Видео начнут залетать, набирать сотни тысяч просмотров, а там нет никакой интеграции, никакой рекламы. Соответственно, деньги пройдут мимо. Поэтому с самого первого видео начинайте потихоньку рассказывать о себе. То, чем вы занимаетесь, что продаете. И если нет своего продукта, то какие-то партнерские программы можете использовать. Главное, не ждите идеального момента. Его не будет. Протестируйте для своего канала сервис, который экономит десятки часов на создании контента. И не забывайте про промокод со скидкой 50%. Он находится в телеграм-канале. Ссылки в описании, закрепленном комментарии или в шапке канала. Посмотрите вот этот ролик, который здесь появился. Его выбрал YouTube, а значит он для вас. Увидимся, так как мы в интернете.